Всем доброго дня, друзья мои. Перед вами вот этот красивый конь, которого славяне называли солнечным конем. Это был оберег, талисман, это символ богатства, удачи, победителя, символ. Слово «на коне» вам о чем-то говорит. Как вы думаете, почему у славян любимая игрушка детей был конь, лошадка или конь, коник называли еще? Потому как это символ двух богов, двух солнечных богов, дарующих благо и удачу. Первый из них – это Дажд-бог. Дажд-бог, хочу, чтобы вы не путали с словом дождь. Это не дождь-бог, а дождь. Тот, кто дает, дающий бог, дарующий. И Ярыло, Ярыла, солнце, бог плодородия. Две ипостаси солнца. Ярое солнце, дарующее плодородие, и символ мужества. Вот ярый мужчина, да, сильный, ярая любовь, страстный и так далее. Это именно исходит от этого понятия, от слова ярыло. Ярый бог, ярое солнце, яркое, жгучее солнце. И дождь бог. Он тоже один из проявлений солнца. Дождь бог – это, наверное, более правильно подходит как дневной свет, да, бог дневного света, справедливости, но еще и бог-даритель. И он часто выходил вместе с солнцем, поэтому считалось, что он один из проявлений солнца, а может быть проявление солнечной энергии. И Ярыло, само солнце. Ярыло – это плодородие, а значит, Дажд-бог – бог солнца. Ярыло – это плодородное солнце, а Дажд-бог – дарующее солнце. Две ипостаси солнца. Вот у славян так считалось. Итак, вот этот коник, для чего он нужен, что он символизирует и почему его, скажем так, мастерили и дома в красном углу ставили. Считалось, что солнце вот в день зимнего солнцестояния солнце умирало, уходило, потом снова возрождалось, входило в жизнь людей и выходило на своем солнечном коне. Именно так и удача входит в нашу жизнь, в наш дом, как солнце на коне входит, то есть в свои владения. Вот так сделаю более, чтобы четко было видно. И в этом был замысел некий. Чаще всего этого коня мастерили, то есть считалось, что сильнее всего срабатывает этот оберег, если он сделан 25 декабря. Но это не принципиально на самом деле. Это не принципиально, его можно мастерить в любой день, и он будет работать, если его оживить ритуалом соответствующим. Хочу вам сказать, что определенного ритуала, к сожалению, вы не найдете именно вот из древних источников, не сохранилось. Но примерно, понимая, зная, как это все происходило, естественно, я восстановила эту традицию и дополнила ритуалом, который активизирует этот символ, этот талисман удачи и притягивает в дом защиту, силу, и человек просит у богов быть на коне, быть всегда победителем, быть всегда впереди,
чтобы его воля и желание всегда исполнялось. Кроме того, конь – это символ верности, это верное животное. Он выносит, да, своего хозяина из тяжелых ситуаций, то есть переносит туда, где оказывают ему помощь, помогают. Вы же знаете, сколько раз раненых кони сами приводили домой или к людям, которые могли бы помочь. Они разумные животные, то есть символ спасительной силы, которая всегда рядом с человеком. Конь или лошадь – это символ благополучия, успеха. Это издревле так. Это животное обладает особым статусом, потому что конь помогает выживать человеку, обрабатывать землю, участвует в войнах наравне со своим хозяином. То есть конь рассматривался как священное животное, которое помогает человеку выжить. И поэтому его называли солнечным. Именно еще потому, что считалось, что бог солнца передвигается по небу с помощью огненных лошадей. То есть либо сидя на колеснице, в колеснице, извиняюсь, либо как бы выходит на коне. И это соответствует многим иным культурам. Ну, например, скажем, греческой теологии бог солнца, опять же, в огненной колеснице проходит с одного конца планеты до другого, и тем самым заканчивается день, да, в течение всего дня. И вот когда он в зените, когда он на самом верху, это считалось самое энергетически сильное время. Это примерно 12 час дня. И с малых лет юноша как бы должен был знать все эти навыки, должен был ухаживать за своим конем, должен был понимать своего коня. Это был залог успеха, слияние, знаете, такое соединение человека с силой, энергией его как бы, не питомца, а его лошади, коня, который потом в последующем становился единым целым с ним, потому что всадник княжеской дружины, он, естественно, представлял собой грозную силу. И мы навряд ли знаем, да, одного хоть князя или царя, который не обладал огромным количеством конюшен, лошадей. И вот у него даже дарили, когда в древние времена хотели сделать достойный подарок властелину, ему дарили коня. Такого родовитого, красивого коня. Я вам немного расскажу, например, историю орловских рысаков. Когда турецкий султан подарил Екатерине Великой арабского скакуна. Екатерина не приняла этот подарок, но ночью граф Орлов тайком забрал этого скакуна к себе в конюшню, и этот конь покрыл всех лошадей там. Это были московская порода лошадей. И обратно, значит, привез и отдал послу. И вот получились такие необычные кони. То есть и северные, да, вот есть у них генетика северных лошадей. Это наши московские. И арабские скакуны. Вообще арабские скакуны, они сами по себе очень изящные, такие горцуют. Но они не привыкшие к суровым условиям. А здесь получился такой конь необычный, то есть у него генетика и севера, и востока. И вот это вот орловские рысаки оттуда и пошли, эти красавцы. То есть очень ценились такие дары, очень ценились, потому что считалось это самым достойным. Ну что ты подаришь царице? Ты же не подаришь там кольцо. Ну, может быть, но это должно быть, такое невероятно дорогое, потому что, естественно, у нее
нет нехватки в украшениях. Вот поэтому конь считался символом уважения, символом удачи, мужества, храбрости и прочее. Итак, вот что привносит солнечный конь в жизнь человека? Рвение к победе символизирует и приносит эту победу. Далее. Самое главное, что рассматривали славяне, это защита от злой силы, потому как конь своими копытами отгонял эту злую силу. Второе – это очищение от злой энергии и привлечение энергии нужной, энергии жизни, символ постоянного движения, перемен, спокойствие, мудрость, потому что конь сам по себе – это мудрое создание, знающий, куда идет, для чего идет, помощник своего хозяина. Решение жизненных трудностей, потому что человек на коне – это, как правило, да, символ «я на коне», когда говорит человек, это означает, что у него в жизни сейчас все хорошо. Он находится в самом таком лучшем состоянии в жизни. И вот на коне быть всегда, то есть решить свои проблемы, всегда выходить победителем из трудной ситуации. Лидерство дарит человеку. И целенаправленность, достижение своих целей и прочее, прочее. И вот мы сегодня с вами активизируем этого солнечного коня, славянский символ удачи, силы и, скажем, лидерства, победителя, да, символ победоносности и прочее. И хочу вам объяснить. Лучше, если этот конь будет у вас там, где у вас украшения, деньги, да и рядом просто поставьте вот такой мешочек с монетами. Это первое изначально. Как изготовить, то есть как сделать этого, да, смастерить такого коня. Вы знаете, я не знаю, вот этого коня сделала Яна. Я примерно объяснила, показала, то есть сказала, что нужно, она поняла, она этим занимается, оберегами, куколами, то есть она знает, умеет, поэтому вот этого красавца она смастерила мне. Ну, если у вас есть возможность самим сделать, можете там найти мастеров, кто вам это смастерит, сделает. В принципе, желательно, чтобы был вот похожий, то есть символ, да, потому что символы, они изначально вот как передаются из уст в уста, как нужно их делать, как нужно мастерить и все прочее. Лучше, если они будут похожи на изначальный вариант, чтобы силы, духи сразу узнали вот этот символ, и, естественно, быстрее, чтобы у вас получилось то, что вы просите. Вот. Просто объясняю, что это тоже не я сделала. Я не могу вам помочь в этом вопросе. Вот видите, как красиво она. Я даже удивляюсь вообще, как она делает. Ну, творческий человек, неудивительно. Она художник. Она сразу смыкнула, поняла, как лучше сделать, собственно говоря, и смастерила этого красавца. Теперь, первый раз вам нужно будет, значит, этого коня поставить на алтарь и окружить украшениями, деньгами, монетами. Начитать 4 раза, как символ 4 сторон света. А после, не обязательно, чтобы был алтарь, вы можете подходить к этой, ну, я даже не знаю, куклой назвать, ну, символом, оберегом, хорошо, талисманом. И начитывать просто, глядя на этого коня. 4 раза. Вначале лучше сделать раз в неделю, начитывать, а потом можно и чуть реже, как бы это все, потому что он уже изначально как бы будет силен, поэтому так часто читать не обязательно. Он уже будет заряжен, и
активизирован и будет притягивать в вашу жизнь вот все, что вы просите. Если вы переедете, то нужно будет, опять же, изначально на алтарь начитать, активизировать этого коня, а потом снова точно так же. То есть переносить можно. Но если люди по гостиницам ездят, ну, значит, просто каждый раз, когда вы куда-то переезжаете, если вы с собой берете эти свои символы, то там, значит, начитываете один раз. И все. Ну, если у вас есть такая острая необходимость. А если конь у вас дома, он не должен выйти из дома. Понимаете? Каждый раз, когда он выходит из дома, вот то, что вы прочитали, то есть, как бы, можно сказать, обнуляется. Остается только символ коня, который вы можете поставить в новом доме просто, как оберег, как символ. Ну, как, в какой-то мере он будет притягивать эту удачу, но не в таком процентном соотношении, как должен был сделать при активизации. Поэтому, если вы перенесете или переедете, значит, просто там по новой активизируйте этого коня, чтобы в этот дом он привлекал эту удачу. А если у вас есть свой дом, то лучше, конечно, его не носить с собой ни в гостиницу, ни по гостям, никуда не нужен. Он должен быть в своем доме, и он должен там быть. Почему многие символы, статуи, многие, скажем, обереги и прочее в доме находятся всегда, навечно, пока вы живете в этом доме, и никуда не выходят, потому что они этот дом усиливают. Вот пространство в доме, то есть они активизируют, они притягивают энергию удачи, извиняюсь, вот именно вот на эту территорию. И не стоит их никуда возить с собой или кому-то дать трогать, или там дети приходят, ой, можно посмотреть, вот смотрите. Нет, если вы не хотите, чтобы кто-то взял на руки, значит, где-нибудь закрывайте, пока ваши гости уедут. Но нежелательно такие символы все время кому-то давать, там, потрогать и так далее. Смотреть могут. Особо вопросы будут задавать не стоит. Вот если не хотите отвечать, берете, вот кидайте этот ролик. Пусть они посмотрят и сами узнают, что это такое. Понимаете, магия любит тишину. И особенно магия талисманов и оберегов. Нельзя выставлять и показывать. Она, то есть, ну, отчасти она теряет свою силу. Выставлять, имею в виду, вот именно, вот посмотрите, вот этот конь привлекает к нам удачу, вот он, это такой символ, я вот так начитала, не надо. Конь, да, вот хотите узнать, что это, вот посмотрите. Пускай от меня, например, узнают, но не от вас. Не спугните эту удачу. Не нужно делиться, особенно с людьми, в которых вы не особо уверены. То есть такое можно объяснить, сказать, что вот я собираюсь сделать, хочешь, ты тоже сделай близкому человеку, сестре, там, брату, я не знаю, очень близкой подруге, которая действительно вам желает добра. Да. Немного так отвлеклась в сторону, потому что знаем, да, таких, как их называют... Все уже забыла. Заклятые, да, заклятых подруг, которые очень-очень много желают нам добра. Поэтому я уменьшила круг общения и очень рада этому. Итак, значит, друзья мои, здесь вызываются два божества. Издревле Ярыла называли батюшкой. А Даждь-бог считался дедушкой. Его и изображали как дедушка, таких преклонных лет. Но они считались как братья. То есть не братья родные именно, а именно братья божества, ну, с похожими функциями. И поэтому здесь приводится обращение к этим двум божествам, как изначально издревле обращались. И то есть от них, от этих двух божеств, и просят того самого солнечного коня. Знаете, я вам хочу сказать, что очень сильно получаются славянские заговоры, ритуалы. Очень имеют огромную силу. Нет, они все имеют огромную силу, все обереги, все заговоры всех народов мира, и вуду, и
прочее, которые я дарила людям. Но вот в последнее время я замечаю, что эти очень быстро начинают просто помогать, работать и прям на удивление. Просто знайте. Итак, может потому, что это их земля, и они здесь сразу же слышат и помогают. Может быть, может и так, допускаю. Итак, начнем. Поклонюсь я батюшке Солнцу и скажу: славься, великая Ярыла, брат и соратник Дождь Бога. О светилы, дарители жизни, батюшка Ярыла, щедрый, и дедушка Дождь Божий, даритель благ и процветания. Услышьте мою просьбу. Гой яре яр, гой ярый сва, гой веле яр. Славу поем солнцу Дождь Богу, нашему деду-дарителю благ. Дождь Бог возвелик, Дождь Бог солнцелик. Заклинаю вас, отправьте коня солнцеликого в мою хату. Пусть он копытами гонит бедность из дома. Пусть он ржанием пугает злых духов. Пусть он мощью своей защитит мой дом и всех, кто живет в нем. Пусть он дарует мне богатство и власть, чтобы мне всегда быть на коне, чтобы мне всегда и всюду быть первой, чтобы мои дела спорились, чтобы люди предо мною кланялись, чтобы у меня была добрая слава, чтобы у меня было богатое житье, и дом был полон злата и денег, и стол мой щедрый ломился от явств, чтобы в кошельках было денег полно, чтобы в сундуках был мех и сукно, чтобы вся в шелка я облачалась, чтобы никогда я не нуждалась, чтобы боги меня благословили, чтобы народы все меня любили, пировать мне с удачей, вся в почете да в неге, богам слава на небе, а мне славно жить на земле. Коин солнцеликий, хранитель удачи, исполни все просьбы, и да будет все так, как я желаю и заклинаю. Коин солнцеликий в доме моем, богатство в мой дом и защита в мой дом. И слава в мой дом. Пусть конь в моем доме живет, поживает, и мне все блага мира собирает. Слава богам и вечный почет, чтобы моим деньгам я теряла счет, чтобы мои алмазы наполнили шкатулки, чтобы у меня было столько добра, чтобы мне жить, поживать, и чтобы все осталось, и да внукам и правнукам бы досталось. Истинно так и так будет, удачно, вечно со мной прибудет, ключ, замок, язык, заклято во 100-кратно. И еще раз. Поклонюсь я батюшке Солнцу и скажу: славься, великая Ярыла, брат и соратник Дождь Бога. О светилы, дарители жизни, о батюшка Ярыла щедрый, о дедушка Дождь Божий, даритель благ и процветания, услышьте мою просьбу. Гой ярый яр, гой ярый сва, гой веле яр. Славу поем солнцу Дождь Богу, нашему деду-дарителю благ. Дождь Бог возвелик, Дождь Бог солнцелик. Заклинаю вас, отправьте коня солнцеликого в мою хату. Пусть он копытами гонит бедность из дома, пусть он ржанием пугает злых духов, пусть он мощью своей защитит мой дом и всех, кто живет в нем. Пусть он дарует мне богатство и власть, чтобы мне всегда быть на коне, чтобы мне всегда и всюду быть первой, чтобы мои дела спорились, чтобы люди предо мною кланялись, чтобы у меня была добрая слава, чтобы у меня было богатое житье, и дом мой был полон злата и денег, и стол мой щедрый ломился от явств, чтобы в кошельках было денег полно, чтобы в сундуках был мех и сукно, чтобы вся в шелка я облачалась, чтобы никогда я не нуждалась, чтобы боги меня благословили, чтобы народы все меня любили, пировать мне с удачей, вся в почете да в неге, богам слава на небе, а мне славно жить на земле. Конь солнцеликий, хранитель удачи, исполни все просьбы, и да будет все так, как я желаю и заклинаю. Конь солнцеликий в доме моем, и богатство в мой дом, и защита в мой дом, и слава в мой дом. Пусть конь в моем доме живет, поживает, и мне все блага мира собирает.
Слава богам и вечный почет, чтобы моим деньгам я теряла счет, чтобы мои алмазы наполнили шкатулки, чтобы у меня было столько добра, чтобы и мне жить, поживать, и чтобы еще осталось, да внукам и правнукам бы досталось. Истинно так и так будет. Удача вечно со мною прибудет. Ключ, замок, язык заклято во 100-кратно. Спешу, просто мне ехать надо. Ну, ничего страшного. Итак, друзья мои, 4 раза нужно прочитать. Алтарь можете убрать. И коня определить такое место, где у вас украшения, где у вас деньги. Или рядом положить монеты, деньги, украшения. И время от времени подходить и активизировать. И перемены в вашей жизни, то есть, не заставить себя ждать. Всем удачи и всех благ.